Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня у нас агрогороскоп с 6 по 8 июля 2021 года. Это время убывающей Луны в знаке Близнецы. Есть особенность при выходе знака Луны из знака Близнецы в следующий знак. Мы об этом сейчас поговорим. Но начнем с того, что мы живем в городе Измаил. Это юг Одесской области и юг Украины. Но этот агрогороскоп подойдет для любого жителя нашей планеты. Очень легко вычислить свое время по московскому времени. Мы составляем агрогороскопы по Москве. Итак, начинаем. Начинаем мы 6 июля с 4 часов 24 минут начинается вот это время убывающей Луны в знаке Близнецы. Это уже 4-я фаза, поэтому глубокая убывающая Луна, никаких посевов мы не проводим. И смотрите, вот 6-го весь световой день и до конца суток, и 7-го все 24 часа та же самая ситуация. Ничего не сеем. Посевы нет, 0. Далее рассада. Рассада, казалось бы, можно было бы высадить, но нельзя. Только для цветов, если есть необходимость, цветы во влажную землю, это да. Овощные растения никак нельзя. Корневая система просто-напросто никакая. Она маленькая, как посадили, так и остается. Я наблюдала за растениями и посаженными именно в это время. Они чахлые, урожай еле-еле, но будет расти, тянуться вверх, но урожая не будет. Поэтому в Близнецах только цветочные растения высаживаем. И это вот 6 и 7 вот такая ситуация. Тем более впереди у нас время Гекаты, о рассаде пока и о посевах забываем. Зато смотрим дальше наш календарь, что еще нельзя делать. А нельзя делать поливы и подкормки ни в коем случае в Близнецах. Это знак стихии воздуха. Значит, в это время растения заняты дыханием. Поэтому не поливаем. А если мы не поливаем, то значит нельзя проводить и подкормочки. Потому что будут гореть листья и гореть корешочки, если вы будете давать удобрения своим растениям. Поэтому поливы и подкормки у нас красным написано нет. И это делаем и 6 и 7. Ну а 8 там ситуация изменится. Будем говорить чуть-чуть позже об этом. Вот нет, красное у нас уже завершилось. И начинается зелено-синие хорошие дела, которые можно будет делать. Итак, 6 и 7 мы можем делать. Мы можем собирать урожай в саду. Все, что созрело, собираем. То ли перерабатываем, то ли употребляем в свежем виде. Очень хорошо хранится в это время собранный урожай. А также можем обрезать садовые растения. Кто-то хочет прищипку сделать, у кого-то есть задачи обрезать какие-то веточки. Пожалуйста, используйте это уникальное время. Впереди новолуние. Растения очень хорошо переносят в это время обрезку. Поэтому уделите внимание этому вопросу особо. Следующая тема, очень важная в Близнецах, это заготовки на зиму. Созревший урожай собирайте, консервируйте, сушите, замораживайте, потому что уже 8 после 16 часов там начинается время, когда уже нельзя заготовки делать, потому что они будут портиться. Будет много воды, следующий знак стихии воды. Поэтому давайте-ка мы сделаем все эти заготовки, зная наперед вот это время. В крайнем случае утром 8, но мы чуть-чуть позже об этом будем тоже говорить. Итак, основной удар на заготовки это 6 и 7 июля. Зеленые операции. Ой, очень хорошее время. И причем на любых растениях, то ли овощи, то ли цветы, они приветствуются, очень быстро заживают ранки, очень хорошо все получается, и растения особо не страдают после таких обрезок. Пожалуйста, проводите зеленые операции 6 и 7. Обработка против вредителей и болезней. Пишу любые препараты.
но при температуре воздуха до 30 градусов. Если температура свыше 30 градусов, обработки биопрепаратами, настоями трав, потому что при высоких температурах мгновенно распадаются формулы в течение 1-2 минуты, что-то в течение часа, и ваши все ядовитые вещества просто-напросто не достигнут своего результата, вредители останутся жить, а вот это ядовитые вещества, которые распадаются, они очень вредны для нашего здоровья. Они остаются на плодах, на ягодах, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на обработки против вредителей и болезней. Лучше все-таки, смотрю по вашей реакции, вы все-таки выбрали экологически чистые продукты. Вы выращиваете здоровую продукцию и заботитесь о земле, о саде и о себе. Это очень радует меня. Итак, с обработками мы разобрались. Далее сбор урожая мы тоже определили, мы его перерабатываем. Кстати, очень хорошо собирать лекарственные травы, вернее корни в это время. Они очень качественные и полезные. Так что корни растений, кто собирает лекарственные травы, пожалуйста, эти дни очень хорошие. И очень хорошо напоминаю о том, что есть такие дни для заготовки сена, дров. Причем сено не только складировать хорошо в эти дни, и дрова, а вот сено очень хорошо косить. Так что косите, хорошо высохнет, не будет гнить и хорошо будет храниться. Очень у многих эта задача стоит на повестке дня, поэтому напоминаю. В цветнике что можно сделать? Обрезку цветоносов. Копаем луковицы весенних цветов там, где еще не выкопаны, ну и закладываем их на хранение. Для тех, кто комнатные цветы занимается комнатными растениями, ну, в принципе, те же самые задачи. Не поливаем растения, не подкармливаем, как и все растения. Единственное, что можем сделать зеленую обрезку. Вот это и против вредителей и болезней обработать. Ну и то, что очень хорошо в эти дни также можно проводить, это работа с почвой, с сорняками. Очень хорошо пропалывать сорняки, просапки делать, рыхление почвы, особенно после дождей, для того, чтобы дать воздух корням. Ну вот такой гороскоп на вот 6-7. А теперь переходим к 8. Я говорила, что это будет особый день. Почему это день особый? Ну смотрите, в знаке Близнецов бывающая Луна будет до 16 часов 52 минут. Далее. Смотрите, с 7 часов 22 минут утра, и вот до этого момента 16:52, до момента перехода в другой знак, Луна будет без курса. Спящая Луна – бесполезная Луна. Ну и Геката, время Гекаты, то есть новолуние у нас уже на носу, и Геката начинается с 4 часов 17 минут. Поэтому что мы можем сделать вот этот день 8? Ну, естественно, посевов нету, рассады никакой не высаживаем, ни цветочные, ни овощных. Поливы и подкормки не проводим, но не проводим до 16:52, до 17 часов поливы и подкормки. А вот вечером уже после 17 часов, прошу прощения, пожалуйста, и поливы, и подкормочки. В саду до 15 часов собираем урожай. И, естественно, перерабатываем. Но я бы не советовала вам заготовки делать. Можно посушить. То, что можно быстро переработать и сразу приготовить, вот это подойдет. Потому что если вы будете какие-то маринады делать, для этого нужно время. А вот следующий знак не подходит для маринадов, поэтому постарайтесь пораньше утром собрать урожай и переработать. Хорошо в этот день, вот до 16 часов, также в саду, если не обрезали все деревья и кустарники, которые нужно было, вы можете продолжить эту работу до 16 часов. Заготовкам нету, зеленые операции только до 15 часов. Затем уже начинается движение воды, естественно, по сосудам растений, естественно, вот эти зеленые операции мы прекращаем и не трогаем. Ну вот такой у нас интересный агрогороскоп. Казалось бы, близнецы, ничего нельзя делать, но оказывается, нельзя делать только поливы, подкормки, посадки, а вот остальные дела, очень много дел, которые сегодня очень актуальны, мы можем выполнять, готовиться к зимовке, закладывать фундамент для хорошей зимовки.
Ну вот такие работы. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили этот агрогороскоп для всех вас, для себя в первую очередь, для того, чтобы вы смогли заготовить себе хороший фундамент сделать и, естественно, пройти зимовку хорошо. Желаем вам всего доброго. До новых встреч на нашем канале.